Кровавые пятна, яркие словно рубины, разлились по белоснежному покрову на краю ущелья. Гроза — могучий беркут, чьи когти, острые как лезвия, впивались в древнюю сосновую ветку, видела немало смертей в этих суровых горах. Но эта сцена заставила ее сердце, привыкшее к жестокости, сжаться. Внизу, на заснеженной земле, лежала огромная медведица-гризли. Ее тело было изуродовано, будто в отчаянной схватке с горным львом. Следы вокруг рассказывали трагическую историю, но именно звук, пронзивший холодный горный воздух, заставил сердце грозы дрогнуть. Сначала это были едва уловимые крики, почти потерявшиеся в завываниях ветра, носившегося между скалистых вершин. 3 голоса, слабых и полных отчаяния, эхом разносились под высокими утесами. Зоркие глаза грозы, способные разглядеть мышь с высоты в 1000 футов, внимательно осмотрели коварный рельеф местности. Крики становились все тише, и в них слышалось нечто большее, чем просто страх. Это была невинность, столкнувшаяся с безжалостной реальностью смерти. Большинство орлов проигнорировали бы эти звуки, продолжив охоту на кроликов или рыбу в ручьях внизу. Но гроза была не такой. 20 сезонов, проведенных в небесах, научили ее, что иногда законы природы можно обойти, а то и вовсе нарушить. Скользя вниз, преодолевая тепловые потоки, она наконец увидела источник этих тревожных криков. В небольшой пещере, вырубленной в скале, 3 крошечных медвежат дрожали, прижавшись друг к другу. Их черный мех был припорошен снегом, а глаза едва открывались, чтобы увидеть суровый мир, в который они только что пришли. Они были не больше горных зайцев, на которых гроза обычно охотилась, но что-то в их беспомощности задело глубоко спрятанные струны ее души. Без матери они не пережили бы предстоящую холодную горную ночь. Температура уже стремительно падала, а в долинах внизу голодные волки начали свои вечерние песни. Гроза оказалась перед выбором, который противоречил всему, что она знала о естественном порядке вещей. Орлы и медведи были древними врагами, их территории разделены, их пути пересекались только в битвах. И все же, когда солнце начало опускаться за заснеженные вершины, окрашивая мир в кроваво-красные тона, гроза приняла решение, которое потрясло сами основы возможного в этих отдаленных горах. Крики медвежат становились все тише, их маленькие тельца теснее прижимались друг к другу, пытаясь согреться. Время истекало, и в тот момент, когда над головой сгустились грозовые тучи, гроза расправила свои величественные крылья и совершила то, чего не делал ни один орел до нее. Та первая ночь под крыльями грозы изменила все. 3 крошечных медвежат прижались к ее теплым перьям, их крики сменились тихим поскуливанием. Гроза бодрствовала всю ночь, ее зоркие глаза вглядывались в темноту, высматривая любую угрозу, которая могла бы приблизиться к ее новообретенной семье. К рассвету она дала себе молчаливое обещание защищать этих малышей, какие бы испытания ни ждали их впереди. Первый месяц стал испытанием на пределе возможностей грозы. Она быстро поняла, что у каждого медвежонка свои потребности. Вихрь, самый крупный из них, всегда был голоден и требовал, чтобы гроза в 2 раза чаще летала к реке за рыбой. Его аппетит заставил его первым попробовать твердую пищу, и он с жадностью набросился на рыбу, которую гроза принесла. Иней, более осторожная и деликатная, предпочитала ждать, пока гроза разделает рыбу на мелкие кусочки. Звон, самая маленькая, в первые дни испытывала наибольшие трудности, требуя от грозы найти особенно нежные кусочки. Когда весна сменилась летом, гроза поняла, что выращивание медвежат требует большего, чем просто обеспечение их пищей. Ей пришлось учить их понимать гору. Когда гром прокатывался по долинам, медвежата дрожали от страха. Гроза научилась расправлять над ними свои крылья, показывая, как оставаться спокойной даже тогда, когда небо раскалывается молниями. Постепенно они начали подражать ее неподвижности, понимая, что страх можно преодолеть. Их первые шаги за пределами пещеры стали уроками мужества. Гроза стояла у входа, издавая тихие, но властные орлиные крики, подбадривая их сделать первый шаг в неизведанное. Вихрь всегда выходил первым, его любопытство и смелость побеждали страх. Иней следовал за ним осторожно, проверяя каждый камень, каждую ветку, прежде чем сделать шаг. Звон, хоть и сомневалась,
карабкалась вслед за остальными, не желая оставаться позади. Каждая маленькая победа, будь то восхождение на первую скалу или первый глоток воды из ручья, становилась поводом для радости. Медвежата нежно прижимались носами к перьям грозы, словно благодаря ее за терпение и заботу. Самым удивительным было то, как они начали перенимать повадки своей матери-орлицы. Когда гроза поворачивала голову, прислушиваясь к далеким звукам, медвежата тут же повторяли за ней, их уши подергивались, улавливая каждый шорох. Они учились распознавать голоса горы, шелест листьев, журчание ручьев, отдаленные крики других животных. Они наблюдали, как гроза использует ветер, чувствуя его изменения перед грозой, и сами начинали понимать, как природа подает свои знаки. Сами того не осознавая, они учились воспринимать мир одновременно как медведи и как орлы. Когда осень раскрасила горы в золотые и багряные тона, медвежата превратились в крепких молодых медведиц, чьи движения были полны грации и силы. Они, как и положено медведям, прижимались к земле, но часто задирали головы к небу, следя за полетом своей матери. Другие обитатели гор начали замечать в них что-то необычное. То, как они останавливались, чтобы почувствовать дуновение ветра, как общались с помощью едва заметных движений, которым научились, наблюдая за орлами. Но самое удивительное – это их тихие зовущие звуки, удивительно похожие на крик грозы. Тогда еще никто не мог представить, что эти первые дни обучения и заботы заложили основу для чего-то поистине необыкновенного. С приближением зимы, когда медвежата окрепли, гроза почувствовала, что их уникальная связь была не просто случайностью. Это было начало чуда, которое развернется так, как никто не мог предвидеть. В скалистых горах прошло 2 зимы, и каждое время года приносило с собой удивительные перемены. Необычная семья грозы, вихрь, иней и звон выросли в могучих медведей, чья сила и размеры поражали. Их мускулы закалились, когда они взбирались на самые высокие вершины вместе с матерью-орлицей. Однако не их физическая мощь заставляла других животных останавливаться и смотреть на них с изумлением. Это было нечто гораздо более необычное. 3 медведя передвигались по горному миру с осознанностью, которая казалась невозможной для существ их размера. Когда отдаленным склонам угрожали лавины, они замирали, поднимали головы и прислушивались к ветру, как учила их гроза. Их массивные фигуры становились неподвижными, головы слегка наклонялись, и затем они начинали уводить других медведей с опасных троп. Даже горные козлы, обычно осторожные и недоверчивые, научились следить за этими странными медведями и следовать их примеру, когда приближалась гроза. Вихрь вырос в огромного медведя, чей черный мех отливал серебром на солнце. Он развил в себе почти сверхъестественную способность предсказывать изменения погоды. Часто его можно было увидеть стоящим на высоких хребтах, лицом к ветру, издающим тихие, похожие на орлиные, звуки, которые эхом разносились по долинам. Молодые медведи собирались на безопасном расстоянии, наблюдая за ним с изумлением, как он общается с орлами, кружащими в небе. Иней, верная своему имени, овладела искусством бесшумного передвижения в утренних туманах. Среди обитателей гор она стала известна как нежный страж. Ее часто видели помогающей раненым животным найти убежище во время штормов. Ее любимым местом был плоский камень у реки, где она сидела рядом с грозой, обе с одинаковой сосредоточенностью наблюдая за водой. Их связь, казалось, бросала вызов самой природе. Звон, хоть и оставался самым маленьким, развил способности, которые поражали даже грозу. Он мог так точно имитировать предупреждающий крик орла, что другие птицы откликались на его зов. Тихими вечерами он сидел со своими братьями и сестрами, издавая звуки, которые словно перекидывали мост между миром медведей и орлов. Его завораживающая мелодия разносилась по горному воздуху, напоминая всем, что в этих горах происходит нечто необыкновенное. Когда их 2-й год подходил к концу, в горах начали появляться первые признаки перемен. Ветры приносили с собой новые запахи, а облака собирались в необычные, тревожные узоры. Гроза, чьи зоркие глаза замечали малейшие изменения в природе, почувствовала приближение чего-то, что проверит на прочность все, чему она учила своих детей. Другие орлы тоже ощутили это. Их гнезда стали беспокойными, а крики – более настойчивыми, чем обычно. Однажды вечером,
Когда солнце окрасило небо в темно-багряные тона, гроза уселась на краю их любимого утеса. Рядом с ней, как всегда, были 3 ее медвежонка. Они выросли такими большими, что теперь их мать казалась крошечной по сравнению с ними, но они по-прежнему обращались к ней за советом. Вихрь, Иней и Звон сидели неподвижно, их взгляды устремлены на горизонт, где сгущались темные тучи. Они не могли знать, что все, чему они научились, каждый уникальный навык, развитый под крылом грозы, вскоре подвергнется испытанию. Это испытание покажет, насколько чудесной стала их связь. Ровно через 2 года после того, как гроза нашла плачущих медвежат, в скалистых горах произошло нечто невероятное. Вихрь, Иней и Звон выросли в могучих взрослых медведей, но они не были похожи ни на одного из своих сородичей. Они держались ближе к грозе, никогда не уходя далеко от бдительного взгляда своей матери-орлицы. В то особенное утро гроза опустилась на свой обычный насест. Но что-то было не так. Ее крыло было повреждено, вероятно, в схватке село другим орлом, защищавшим свою территорию. Она попыталась взлететь, но споткнулась и упала на острые скалы внизу. То, что произошло дальше, лишило дара речи даже самых старых обитателей гор. 3 медведя, которые, как и каждое утро, наблюдали за полетом своей матери, немедленно бросились на помощь. Вместо того, чтобы бежать на четвереньках, как это обычно делают медведи, они двигались с невероятной грацией, пригибаясь к земле и чувствуя направление ветра так, как учила их гроза. Вихрь встал под падающей фигурой грозы, а Иней и Звон устремились к более высоким точкам на гребне. Затем раздался звук, который изменил все. 3 медведя подняли головы и закричали, но это был не медвежий рев, а настоящий орлиный клич. Тот самый, который они издавали, будучи медвежатами, но теперь в нем звучали сила и решимость. Звук эхом разнесся по горам на многие мили. Другие орлы, услышав знакомый зов, начали слетаться один за другим. Они узнали этих медведей, известных по всей округе, как дети грозы. То, что произошло дальше, превзошло все, что когда-либо видели горы. Медведи действовали в полной гармонии с орлами, создавая защитный круг вокруг своей раненой матери. Они так хорошо понимали схемы полета и потоки ветра, что могли направлять орлов, создавая воздушные потоки, которые помогали грозе безопасно опуститься на землю. Но настоящее чудо произошло в последующие дни. 3 медведя оставались рядом с грозой, пока она выздоравливала, и начало происходить нечто удивительное. Другие раненые орлы, которые обычно прятались в своих гнездах, начали приходить к медведям за помощью. Вихрь, Иней и Звон чувствовали, где сломаны крылья, и использовали свою нежную силу, чтобы помочь раненым орлам восстановиться. Они стали мостами между землей и небом, устраняя древнюю пропасть между медведями и орлами. Невероятное событие, произошедшее через 2 года после того, как гроза нашла плачущих медвежат, изменило саму природу гор. Эти медведи стали хранителями земли и неба, завоевав доверие существ, которые на протяжении многих поколений были врагами. Их уникальная способность общаться с орлами, зародившаяся в детстве, когда они были беспомощными медвежатами под крылом грозы, создала новую гармонию в дикой природе. По скалистым горам разнеслись слухи о медведях, которые говорят с орлами, которые понимают язык неба, но при этом остаются прочно связанными с землей. Решение грозы помочь 3 плачущим медвежатам не только спасло им жизни, но и создало нечто совершенно новое в мире природы – семью, которая преодолела пропасть между землей и воздухом, между медведем и птицей, между возможным и невозможным. Однажды ясным осенним утром, спустя 5 лет после того, ее нежное присутствие уже было готово успокоить испуганного детеныша. Звон замыкал шествие, время от времени издавая свой идеальный орлиный клич, чтобы дать грозе знать об их местонахождении, пока она парила высоко над ними. Они нашли медвежонка, съежившегося под поваленной сосной, дрожащего от утреннего холода. Это был крошечный черный медвежонок, которому едва исполнилось несколько недель. Его широко раскрытые глаза были полны страха и одиночества. 3 медведя окружили его той же нежной заботой, которую когда-то проявляла к ним гроза. Звон издавал мягкие, успокаивающие звуки, которым они научились у своей матери-орлицы, а Иней медленно приближалась,
проявляя то же терпение, с которым она обращалась с ранеными птицами. Гроза спустилась сверху, широко раскинув крылья в том же защитном жесте, который она использовала в ту роковую ночь много лет назад. Маленький медвежонок с удивлением поднял глаза при виде 3 огромных медведей и орла, двигавшихся в такой совершенной гармонии. Вихрь легонько толкнул медвежонка носом, и, ко всеобщему изумлению, малыш издал в ответ звук, который не был похож ни на медвежий, ни на орлиные, а скорее на что-то среднее. В тот вечер, когда солнце окрасило горы в золотистые и пурпурные тона, пещеру исцеления посетило удивительное зрелище. 4 медведя, 1 крошечный и 3 взрослых, мирно беседовали с величественным орлом. Их голоса сливались воедино в сумерках, создавая симфонию любви, которая эхом разносилась по долинам. Эта мелодия рассказывала всем, кто ее слышал, о том, что иногда самые невероятные чудеса – это те, которые продолжают дарить, расти и изменять мир, одно сердце за раз. Мы надеемся, что эта необыкновенная история о грозе и ее 3 медвежатах тронула ваше сердце. Если их история о безусловной любви и преодолении границ природы нашла отклик в вашей душе, мы хотели бы услышать ваши мысли. Что бы вы сделали, если бы нашли кого-то, кто нуждается в помощи, даже если он совершенно не похож на вас? Поделитесь своими размышлениями в комментариях ниже. Были ли вы свидетелями необычных дружеских отношений в природе? Расскажите нам о них. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с близкими. Подписывайтесь на канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые интересные видео на нашем канале. Спасибо за ваше внимание.